Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Закончился апрель, и пора подводить итоги раскрашенного за месяц. Раскрашено было немного, но и немало, скажем так, в среднем. Если сравнивать, конечно, с прошлыми месяцами, то даже, я бы сказала, даже прилично так. Давайте покажу. Начнем. У нас антистресс по номерам. Это Дэвид Водров. И здесь было раскрашено несколько иллюстраций у меня. Запуталась я тут с одной, не уверена, но, по-моему, не показывала. Вот такие вот рыбки. Красила фломастерами по номерам. Обычные фломастеры. Все подряд здесь. Такие вот рыбки. И вот такие вот цветы. Не знаю, просто захотелось пораскрашивать такие вот цветочки по номерам. Дальше, следующее. Это у нас Звездные войны. Здесь я раскрашивала в совместнике с Ирой. У нас был совместник на тему космос. Тематическое было видео. И я здесь раскрашивала, по-моему, Люк Скайуокер. Вот такой вот был. Тоже обычные фломастеры. В основном Crayola. Ну, уже оставшиеся, остаток, так скажем, уже полосят. В общем, не ахти. Немножко неудачный фломастер попался. Прям красные какие-то губы у него получились. Дальше. Вот такой вот был подарок от Милы. Creative Heaven. Это у нас весна. Не буду ломать язык. В общем, для меня это книга весна. Здесь я красила вот таких вот цыплят. Тоже фломастерами. И вот так вот цыплятки. Ну, что-то, знаете, и весна, и Пасха как раз была. Дальше. Сюжета для акварели тоже подарок от подписчицы. Алис, привет и спасибо. Здесь хорошая акварельная бумага. Я просто баловалась, пробовала. Мне было интересно потестировать акварель на фоне. Не знала где. Вспомнила, что здесь как раз вот та бумага, которая как раз для такой акварели хороша. Ну вот видно, да, где начинала. И уже потом все лучше, лучше, как бы по мере того, как понимала, как ею пользоваться, она получилась и нанесена. В общем, вот такой получился у меня. Ну, так, рисуночек, баловалась. Дальше. Луиза Хей. Это у нас альбом целительных аффирмаций для раскрашивания отдыха. Давно ее не брала, не красила. Вот решила пораскрашивать в ней. Так, сейчас мы... Ну и вот так у меня получилось. Не знаю, просто сидела, знаете, смотрела ролики на ютубе, баловалась, окрашивала. В общем, так вот простенько получилось. Ну, в общем, здесь, собственно говоря, ничего такого сложного. Выбор цвета, не знаю, наверное, захотелось уже зелени, весны. У нас до сих пор снег. Поэтому вот такие вот у меня получились. Получилась она зелененькая. Дальше подводный мир. Решила тоже пораскрашивать чуть-чуть фломастерами. Вот такие вот акулы. Ну, обычные фломастеры. Все подряд. Такие вот акулы у меня были здесь. И что-то, по-моему, я еще здесь, не знаю, красила, не красила, не помню уже. Я выбирала. Да. И вот такой вот, не знаю, дракон. Дракон, не дракон. Что это, змей? В общем, вот такую вот чуду раскрасила. Ну, тоже фломастера. Вот. Просто было настроение. Мир сказок. Не помню, по-моему, тоже там здесь красила. Вспомнить бы. Ну, здесь скорее даже не столько красила, сколько дорисовала. Просто мне пару моментов я здесь ошиблась. С выбором цвета бросила. Ну и вот решила уже, думаю, что ж я бросила. В любом случае нужно его
доделать. Ну и вот докрасила. Дальше тролли, эльфы и феи. Это Ян Совок. Классная раскраска, мне очень нравится, но бумага, конечно, к сожалению, только под карандаши. Мне хотелось акварелить. Вот такая вот получилась, прям темноватая русалка. Получилась такая вот русалочка с таким вот красивым хвостиком. Рыбки тоже, собственно говоря. Ну, в общем, так простенько сделала, потому что вот даже этот минимум не стала делать, уже приготовила, сделала рамочку ему. Хотела, ну, вода же все-таки, воду сделать. И вот только один хвост чего стоит, да, все протекает. Здесь придется все исправлять. В общем, она не для акварели. Хотя до этого акварелила, таких прям, не знаю, потерь особых не было. Почему здесь так сильно? Ну, наверное, потому что здесь требует, как это, акварель воды. Вот, собственно говоря, хвост весь и протек. Ну и рыбка это тоже. Это мы красили с девочками. Договорились красить. У нас был такой совместник. Красили совместно русалочек с Викой, Кристиной, с Дашей, с Аней. В общем, нас много. Дальше. Следующее, это тоже Кавай. Здесь тоже несколько иллюстраций. И тоже что-то просто красила. Сейчас бы вспомнить, что я просто, что не просто. В общем, просто мне захотелось, я раскрасила вот такую вот девочку, феечку. Здесь маркеры спиртовые. И чуть-чуть совсем, не знаю, будет, не будет видно. Наверное, не видно, блеск. Красила. Просто мне хотелось, ну, знаете, сидела маркерами, баловалась. Дальше следующее было, сейчас бы быстро найти. Опять же, русалочки. Мы с девочками красили русалок. Ну, я решила и тут ее раскрасить. Вот такая вот здесь все блестит. Уж не знаю, видно вам, не видно. Тоже с девочками мы красили русалок. Так, и что-то было еще. Не помню. Наверное, все. Вот она. Еще вот такая у меня девочка получилась тоже. Вся в розах. Ну, захотелось вроде до лета еще. Не так, ну, не так уж далеко, но и пока еще и не особо близко. В общем, здесь вот одни блески, но я бы не назвала их блесками. Просто такой гель, и он как текстурный. Здесь вот блестки. На ноготках у нее тоже блестки. В общем, вот такая получилась у меня девочка. Дальше. Волшебный мир Средиземья. Толкина. Здесь мы сырой красим. Но в этот раз решили уже, что очень долго мы красим и, наверное, будем заканчивать. Я докрасила с этой стороны вот этого дракона. Надеюсь, видно. В прошлом месяце мы красили эту сторону, но у меня это была не раскрашена, и я докрасила, уж не знаю, показывала, нет. Эту сторону. В этом месяце у нас был вот эта сторона. Вот такой вот, надеюсь, видно. У меня был такая вот иллюстрация гномы. Вот. Здесь карандаши. Ну и вот начала еще в процессе у меня следующая сторона. Дальше. Дневные грезы от Ханны Карлсон. Я здесь докрасила, в принципе, вип. У меня был такой небольшой здесь вип. Раскрашены были вот эти пару грибов, листья. И я его уже решила докрасить. Здесь просто карандаши. Чуть-чуть золотой поски на вот этих вот штуковинах. Ну и гелевая ручка белая. В общем, это все, что успела здесь раскрасить. Я его докрасила. Долго я собиралась, его пыталась раскрасить. И наконец-то доделала. Дальше. Также с девочками Вика, Кристина, Даша, Аня. Мы красили
русалок раскрашивали. И я начала делать разворотом, но не успела, видите, не докрасила эту сторону. Также красили вот эту вот русалку в Кербера Заносе. Здесь акварель. Белая ручка гелевая. В общем, так вот, я надеюсь, видно, все получилось у меня. Не совсем то, что мне хотелось, но вот так вот. Сильно тут не дает бумага разогнаться. И, по-моему, все. Я здесь больше ничего не успела доделать, к сожалению. Дальше. Вот такая вот еще раскраска была в этом месяце. Школа магии. Это новинка. Мне присылала Ира в подарок эту раскрасочку. Ир, привет тебе. Совсем недавно. Не успела показать. Точнее, не успела выложить уже влог. Как-то замоталась в этом месяце. Не успела выложить влог именно с этой раскраской. Она получена была совсем недавно. И я вот в ней красила. Вот такой самый первый разворот. Наверное, судя по всему, Хогвартс. Здесь фломастеры. Вот. Нет, наверное, здесь не фломастеры, здесь браши эти китайские, ну, с Алиэкспресс. Такие вот брашики. И я ими красила. Вот такая вот получилась иллюстрация, такой вот разворот. Прям самый-самый первый. Обожаю Гарри Поттера. Спасибо, Ира, за раскраску. Буду теперь красить. Дальше. Цветы по номерам. И здесь тоже раскрасила. Я, по-моему, здесь... Ну, я красила, не знаю, весна, Пасха, в общем, все вместе, я уже не помню, куда, к чему, что я красила. В общем, как мне показать, чтобы видно было. Вот такая вот, наверное, птичка все-таки. Мне сначала казалось, что цыпленок, скорее птичка. Ну и крокусы. Вот. И я раскрашиваю. Здесь тоже фломастеры обычные. Ничего примечательного. Дальше. Дисней по номерам. Да. Продолжаем. Так, Дисней. Извиняюсь. Чуть-чуть отвлекли. Дисней. И здесь я раскрасила тоже. Так, просто баловство. Было настроение пораскрашивать Дисней. И вот такой вот, не знаю, что это за мультик. Не помню уже. Вот такой вот дядечка. Решила его раскрасить. Тоже фломастеры. Ой, тяжелые. Дальше. Удивительный мир животных. И я здесь тоже пару иллюстраций раскрасила фломастерами. Были вот такие вот жирафики с мимозой. Не знаю, показывала, не показывала, поэтому весна, мимоза. Давайте покажу, если вдруг не показывала все-таки. Ну, захотелось просто маркерами красить. И вот такие вот розовые фламинго. Тоже красила маркерами спиртовыми. Так, еще одна была вот такие вот коньки. Чуть не забыла про них. Вот такие вот были оранжевые морские коньки в морском взморнике. Такая вот прелесть. Дальше. Так как это по знакам зодиака, девочки. Ну и в честь своего месяца, в честь апрельская. Ну и вот совсем недавно был день рождения. И в честь своего, так сказать, месяца, своего дня рождения раскрасила вот такую вот девочку. Тоже акварель. Единственное, на коже это карандаш. Но уже пожалела, наверное, нужно было тоже акварель. Ну и сухая акварель на фоне. Не совсем поняла, как ею пользоваться. Ну вот, тоже необычно. Дальше была еще одна в формате PDF. Сделала я раскраску в формате, но неудачная бумага. Получилось так, что вообще неудачная здесь прям бумага. Пришлось ее переделать, но так как я здесь уже раскрасила,
не стала переделывать, заново перепечатать эту иллюстрацию. Уже решила показать, как есть. В целом неплохо. Единственное, вот где именно карандаш прям. На ней и акварель как-то не так ложится, и карандаш ужасно ложится. И, в общем, я не поняла, чем здесь красить. Остался еще один вариант, так как она у меня распечатана, и достаточно написать, сколько я напечатала иллюстраций. Не знаю, будет видно, вот видите. В общем, может быть, маркерами получится здесь красить, фломастерами. Вот. Да, очень красивые иллюстрации. Вот видите, я начала красить лицо акварелью. Все пятнами. Тяжело красить. Так, продолжаем наше видео. Дальше. Также раскраски на тему Пасхи, прошу прощения, девчонки отвлекли, что-то мысли потеряла. В общем, на Пасху совместное видео у нас было с Ирой, точнее, совместно красили, прошу прощения, совсем что-то отвлеклась. В общем, был вот такой вот у меня пасхальный зайчик на тему Пасхи. Здесь акварель. Акварель в некоторых моментах чуть-чуть там подкрашивала, докрашивала карандашом, ну и золотой воска, золотой, белый. А так все акварель. Вот такой зайка был. Дальше. Также на тему Пасхи мы с Ирой красили. Был у меня вот такая вот Рапунцель. Я красила здесь в сезонах. И ну, просто когда новая раскраска только получила, как раз такую весеннюю иллюстрацию красила. По-моему, это девочка «Храброе сердце», если не ошибаюсь. И вот на лужайке, видите, снег, проталины, весна. Началась весна. И я раскрасила. Очень, конечно, сложно в них красить. Здесь фломастеры обычные. Очень тяжело красить, так как очень-очень уже мелко в новых диснеевских красках. Так, на тему, также вот на тему русалок с девочками я раскрасила вот такую вот русалку. Здесь тоже акварель. В некоторых местах чуть-чуть подкрашивала карандашом. И кожа, по-моему, кожа и волосы карандаши, остальное все акварель. Вот такая вот у меня под водой тоже русалочка. Тут всякие рыбки, рыбки, осьминоги и так далее, коньки. В общем, вот такая вот акварельная получилась русалка. С удовольствием тоже с девчонками раскрасила. Дальше. Мария Тролля в час заката. Здесь у меня был сделан фон в иллюстрации. Я решила уже доделать эту иллюстрацию. Весна тоже. Тюльпаны, нарцизы. Здесь тоже, что еще? Гиацинты. Ну и котик вот такой. Кота пробовала первый раз в жизни. Попробовала сделать акрилом. Такой акриловый котик. Вот не знаю, что с глазами делать. В общем, получился у меня вот такой вот котейка. Здесь тоже, вот видите, начала и не успела. Ну и, по-моему, дальше уже все. Не доделала, не успела. Да, только вот такой вот получился. На фоне гуашь. Здесь тоже, по-моему, гуашь. Кот это акрил. Все остальное карандаши. Лира. Такая, знаете, смесь получилась. Так, также на тему космос мы с Ирой красили. Ой, здесь было много иллюстраций. Сейчас бы вспомнить их всем. По-моему, вот эту красила, если не ошибаюсь. Дальше вот эту красила. Здесь. Потом, что потом? Вспомнить бы. И вот этот разворот тоже раскрасила. Вот этого космонавта в космосе. Ну и непосредственно какая-то планета, наверное.
Да, была у меня здесь раскрашена. Здесь тоже фломастеры. Ну, здесь все подряд, в общем-то. Ничего примечательного, просто фломастер. Фломастеры, браша. Дальше также круг жизни. И здесь я тоже красила с Ирой на тему космос. Вот здесь акварель была. На фоне просто акварель, плюс немного сухой акварели. И белая ручка, золото. В общем, вот так это все выглядит. Не знаю, насколько хорошо видно. В общем, вот такой получился у меня тоже тут космос. Сразу закладки уберу, потому как я потом начинаю в них путаться. Дальше. Еще не все. Новая тоже раскраска мне это не так давно пришла. Это Поп Манго. И я ее как бы начинала. И здесь у меня одна иллюстрация. Мне было интересно попробовать, как здесь что. Здесь, в принципе, и карандаши отлично ложатся, и, в общем-то, акварель неплохо легла. Единственное, ну, конечно, акварель немножко нужно бы понять эту бумагу. В общем, буду еще красить, пробовать. Вот такая получилась девочка мумия. Наверное, так это называется. Все акварель, ну, только лицо, карандаши. Ну и совсем чуть-чуть белая ручка, да, гелевая. Вроде как ничего не протекло. Бумага, конечно, немножко повело. Ну, понятное дело, вода, как ни старайся. В общем, вот так вот у меня получилось здесь. Очень понравилась раскраска. Легко красится, хорошо. Будем дальше продолжать. Дальше. Кристин Кэрон. Здесь мы раскрашивали тоже с девочками. Девчонки, привет еще раз, если смотрите. И спасибо за совместное раскрашивание с Дашей, Викой, Саней и с Кристиной мы красили вот такую вот пиратку. Здесь акварель и чуть-чуть гелевой ручки. Ну, чуть-чуть добавляла карандаша. У меня с пером как-то не заладилось. В общем, я его сначала закрасила случайно. Ну, обойти его сложно, конечно. Начала красить, у меня не получалось. В общем, я решила уже дальше и совсем уж не добивать, не портить. Такое облезлое перо, конечно, получалось. Вот такая вот пиратка девочка вышла здесь. Ну и уже, как вы помните, на день танцев я здесь раскрашивала с Ирой вот такую вот танцующую девочку с котом на подтанцовке. То ли подтанцовывает, то ли подыгрывает, то ли все вместе. В общем, здесь тоже микс. Все акварель. Ну и уже где-то что-то как-то дорабатывала карандашами. На фоне тут и у Кристин Кэрон было как бы видно, что как заштриховано. Ну, я, в общем, и не стала ничего гадать, думать, как его раскрасить, этот фон. Так, в общем-то, и сделала. И получилась у меня вот такая вот цыганочка. Милейшая с этим котиком. Вот такая вот получилась. Также на день танцев с Ирой красили. И я еще раскрасила вторую иллюстрацию, менее удачную, конечно же, вот в танцах. Здесь я красила маркерами. Да, маркеры. Ну, как-то уже неудачно получилось, но я уже не стала ничего здесь портить, дорабатывать. Посмотрим. Будет вдохновение, значит, попробую доработать карандашами. Ну, честно говоря, как-то разочарована этой бумагой. Не могу понять, чем здесь красить. И получилась такая вот, ну, все равно нежная получилась такая балеринка с цветочками. Тут ландыши, еще что-то. Вот. Такая девочка. Еще дальше немного осталось. Вот такая вот, как она называется, я, честно говоря, уже и не помню. В общем, русалки, здесь всякие русалы. У меня получилась здесь такая вот девочка. Конечно, получилась ледяная. Зимний вариант. Я давно хотела, я здесь закрасила фон и пробовала тоже акварель.
Ну и в этот раз решила, думаю, ну надо тогда уже ее и доделать, собственно говоря. Вот. И она у меня вот такая вот получилась. Не стала вот эти снежинки тоже тут долго сидеть их выкрашивать. И, честно говоря, не определилась все-таки белым их закрасить, обвести или золотом. Пока в таком формате. Здесь акварель. И белая ручка. Белое серебро ручка. Наверное, не видно. Вот. И вот такая вот, не знаю, какая-то мифическая тоже девочка. Дальше. Цветы. Это тоже творческий рай. Цветы. И я здесь раскрасила вот такие у меня здесь цветочки получились. Не стала тоже здесь делать фон. Не нравится мне тоже здесь бумага. Классно акварелить, все здорово, но если делать фон, то сложновато здесь уже акварелью. Я не стала ничего выдумывать. Здесь акрил. На этом, что это, горшок. Горшочек, чашечка. В общем, вот такие получились цветочки у меня. Так, что еще? Волшебный мир фей. Раскраска антистресса. И здесь я раскрасила тоже весеннюю иллюстрацию, на мой взгляд. Вот такие вот крокусы. Ну и фейчик. Здесь тоже все акварель. Абсолютно все акварель. Как-то она не удалась в этот раз. Вообще акварель, вот лучше бы я фон не трогала. Мне кажется, без фона было лучше. То есть в одном месте красишь нормально, ты где-то чуть дотронулся к кисти, уже пятно, пытаешься разнести. Ну, бумага очень тонкая. Видите, выравнивала. В общем, в итоге решила, что уже хватит, пора остановиться, дабы не было хуже. Ну и на крылышках золотая вот эта вот акварелька. Вот такой вот получился у меня фейчик с крокусами весенними. Что еще? Дальше. Драконы от Колдыревой. Здесь, по-моему, 2 разворота сделала. Там 2. Посмотрела Кристину. Кристина, привет тебе еще раз. И вдохновилась сделать своего дракона. Я здесь как-то тоже пробовала акварель. На фоне с солью не получилось, честно говоря. Ну так, может быть, если и получилось, то процентов, я не знаю, 50 на 50, да? И, в общем, я раскрасила вот такого дракончика. Ну, в воде, я так подозреваю, судя по кораллам, значит, он в воде, под водой, не знаю. Вот такой вот, тоже акварель. Здесь все белая ручка, я чуть-чуть дорисовала вот эти вот штуковины. Ну и в пару к нему, как всегда, по традиции, уже раскрасила вот этого дракончика с водорослями. Так, здесь прям темное, боюсь, что испачкает. И раскрасила еще вот этот разворот. Здесь тоже акварель. Вот такой вот дракончик. Здесь никак не определюсь с фоном, поэтому решила и пока не химичить ничего, не выдумывать. Решила оставить пока так. Пусть будет с фоном, подумаю еще, не тороплюсь. Ну, здесь раскрасила дракончика, тоже все акварель. На фоне матовый акрил у меня. Вот. Так. Как она называется, не помню. В общем, ашетовская, это маленькая по номерам. Здесь я красила фломастерами такую уточку, что-то как-то не задалось. Не нравится, как получилось. Вообще здесь как-то не очень хорошо получаются эти у меня иллюстрации. Ну, в общем, раскрасила фломастерами. Здесь тоже все очень мелко, тонко. Как-то не срослось с ней. Так, ну и последняя в этом видео раскраска. Это «Зачарованный сад». Она у меня, по-моему, одна из первых антистресс раскрасок. Я ее покупала еще в Анапе в аэропорту. Провожала когда Свету домой. Свет, привет тебе, если смотришь. И я здесь раскрасила. Я здесь сидела, баловалась такая, знаете. Сейчас обновленные варианты этой раскраски есть. Вот он мне очень нравится. Мой вариант прям совсем мне не нравится. Я тут то фоны закрашиваю, то еще что-нибудь балуюсь. Такое, знаете. Так, сейчас, где она? Это закладка. Вспомнить бы, где я.
красила. Вот, когда нужно, не найдешь. Если бы сейчас не надо было, она бы попадалась постоянно. Это иллюстрация. Так, где же она? Так, прошу прощения, сейчас быстро найду. Вот она. И я раскрасила такие вот нарцисики. Такая вот у меня как-то, я говорю, неудачный экземпляр. Во-первых, вот видите, вот этот рисунок зашел аж сюда, на эту сторону. Если видно, да? А здесь как будто вот она страница, где заканчивается. Что-то у них не пошло, не по этому, да? Не по плану. И как-то смотришь у девчонок, и тоже здесь вот фон начала красить. Это с белилами акварель, вот это бирюзовая, мятная, не знаю, кому как. Лучше бы я его не красила, этот фон. Как-то она здесь не очень легла. Мне без фона больше как-то нравилось. Ничего не протекло, но вот так вышло. У девчонок как-то вот обновленный вариант этой раскраски. Очень красивая иллюстрация. У меня это, видимо, первый вариант. И как-то, знаете, не очень. Ну, хотя я здесь и брашами красила. Бумага здесь, в общем-то, выдерживает, если без фанатизма. Тут вот я акварелью, видите, делала фон. Здесь тоже вот начала красить. И ничего вроде как критического такого нет. Очень здорово. Все. Вроде как все показала. Ага, нет, не все. Сейчас еще одну покажу. Чуть не забыла. С Милой мы красили. Здесь вот тоже я сделала заново эту раскраску PDF и Lana Green. И мы с ней договорились раскрасить вот эту вот девушку. Весна с сиренью. И здесь акварель. Сначала начала красить сирень карандашами. Вот. Ну, потом немножко все-таки добавила еще и акварели. Вот. И получилась вот такая вот девушка весна. Здесь все акварель тоже. Вот такие вот у меня были работы в этом месяце. Спасибо, что были со мной, что посмотрели меня. Пишите, будет интересно почитать, кому что понравилось или не понравилось. Может быть, что-то интересно. Я буду с вами прощаться. До следующего видео. Всем хорошего весеннего настроения. Остался месяц весны. И впереди у нас с вами лето. Всем пока-пока.